За поэта пусть говорят его стихотворения. Вложил он в них все, о чем считал важным сказать. Про поэта пусть говорят те, кто лучше и ближе всех его понимал, таким, каким он пытался себя подать. Мне, как рассказчику, остаются крупицы, которые я повсюду насобирал. В стихотворениях автора, в статьях о нем, в рассказах. Отсюда и через все это начинается мифотворчество. С первых слов своих, пусть и еще раньше, человек стремится быть понятым. Лучше всего это удается ему, когда над словами выходит вознестись. Он возводит мысли свои в поэзию, кисти и краски, в ноты, во все, что удается ему лучше слов. А в конце остаются цифры и эпитафия. Если повезет, поговорят о человеке. Повезет чуть больше, поставят по жизни его спектакль, а то и фильм снимут. Спектакль по жизни Бориса Рыжего уже существует с начала 2000-х. В конце нулевых о нем вышел документальный фильм, который сняла Алена Вандерхорст. Ссылку оставлю в комментариях. Впереди теперь фильм художественный. В главной роли сыграет Евгений Алехин, знакомый многим по группам «Макулатура», «Ночные грузчики». Фильм расскажет историю жизни Бориса, о его 90-х, трудностях во взаимоотношениях с семьей, о любовях его, всемирном признании, о потерях. Что получится, надеюсь увидеть потом, а сейчас вернемся немного к прошлому. Челябинск. Квартира семейства Рыжих. Домашняя библиотека. На одной из полок Евгений Онегин. Внутри, где-то между страниц, заметка четверостишия. Масти разной шел поэт, от белого до черного. Чтобы полный был синклит, не хватает рыжего. Стихотворение это посвящено Борису Петровичу Рыжему, а то есть не нашему главному герою. Борис Рыжий, каким мы его знаем, еще не родился. Посвящение это написано отцу поэта. Борис Петрович поэзию горячо любил и тоже, случалось, писал стихи. Он легко и свободно цитировал множество произведений, а бывало зачитывал детям перед сном стихотворения вместо сказок. Александра Блока, например, которого особенно чтил и уважал. Но давайте вернемся к моменту, когда о детях не было и речи. Перенесемся в 6 класс. Борис Петрович знакомится в школе со своей будущей женой, с единственной любовью своей, Маргаритой Михайловной. В 6 классе Борис-старший уже твердо уверен в том, что они поженятся. Деталь эта незначительная, но крайне важная, о ней еще вспомнится. Вот Боря и Рита сидят за одной партой. Боря часто приходит на занятия пораньше, чтобы занять парту на двоих. Резкий скачок. Маргарита Михайловна и Борис Петрович получают высшее образование. Она становится врачом-эпидемиологом, он геофизиком. Первый год 60-х, прошлый век. Рождается первая дочь, Лена, на второй появляется Оля. 11 лет спустя, 8 сентября 1974 на свет появляется Борис Борисович Рыжий. Цитируя одну из близких Бориса Борисовича, не каждому мужчине везет настолько быть любимым сразу 3 женщинами в семье. Мальчика глубоко любили, непременно баловали, заботливо оберегали. Сердечные отношения с семьей Рыжий пронес через всю свою жизнь. Повзрослев, женившись и переехав, мальчик продолжал чуть ли не каждый день общаться с родителями. От себя замечу, что не каждой семье везет настолько. Старшая сестра, Ольга, признавала, что испытывала постоянный страх за брата и очень винила себя за то, что ее не было в день, когда Борис получил свой характерный шрам на лице. А дело было на даче. Мальчик игрался с машинками. Одну из них необходимо было заправить. Он набрал воды в стеклянную банку и споткнулся. Упал. Банка разбилась. Осколки, к счастью, глаза не коснулись. Все определили несколько миллиметров. Это мы тоже запомним. Скачок. Маленькому Боре исполняется 6 лет. Отца, Бориса Петровича, переводят на новую должность. Семья вынуждена перебирается в Свердловск. В Екатеринбург, то есть. Поселяют семью на Вторчермете. Это окраина. Район едва ли благоприятный или благополучный. Новые соседи Рыжих – пьяницы, разбойники, наркоманы, алкоголики, бандиты, трудяги, бывшие и будущие заключенные. И старики. Позже они станут главными героями множества стихотворений Бориса Борисовича.
Для сравнения, в Челябинске у семьи была трехкомнатная квартира в центре города. Тем не менее, Борис Петрович становится главным геофизиком Уральского геологического управления. Еще позже директором Института геофизики Уральского отделения Академии наук. Представьте себе весь вышеописанный контингент. Затхлые, дальние, печальные кварталы. Представьте, что где-то между ними проезжает черная Волга. Роскошество по тем временам. А в ней личный водитель, который каждое утро забирает Бориса-старшего на работу. С одной стороны, любовь семьи, огромная домашняя библиотека, личный шофер, почитание поэзии и искусства. А за окном всего этого серость, разбитость и, выражаясь словами поэта, земная шваль, бандиты. Близкий друг Рыжего, поэт Олег Дозморов, рассказывал: «Мы часто делились воспоминаниями из детства. Говорили о людях, рядом с которыми жили, о смертях, которые видели. Как-то Боря мне сказал: знаешь, Олег, в чем разница между мной и тобой? В том, что я этих людей любил». Для меня действительно эти люди были на уровне анекдотов, а Боря по-настоящему сострадал. Он чувствовал вину перед ними. Он не просто всех знал на вторчермете, он всех там жалел. Вся его сложность, ранимость, совестливость выразилась в стихах. Он как будто две жизни прожил. Боря жил с такой интенсивностью, что год шел за 3, и он морально чувствовал себя стариком. У него внутри был постоянный источник боли, возможно, многолетняя депрессия, но она была частью его личности. Поэт в Боре выявляется в 14 лет. Он начинает писать стихи. В то же время занимает 3-е место по боксу на чемпионате Свердловска среди юниоров. Страсть к боксу быстро пройдет, а вот стихи останутся навсегда. Увлечение боксом вполне объяснимо, учитывая среду района. Важно уметь защищаться, важно уметь атаковать. Позже поэт скажет: «В школе меня часто били, и я бил, и меня били». Это было нормой. А в 10 классе Борис влюбляется в одноклассницу Ирину. Любит раз и на всю жизнь. Он еще о ней расскажет, он посвятит ей десятки стихотворений, но все будет позже. В 10 классе Борис понимает, сыграет свадьбу. Так и произойдет. В 1991-м Рыжий поступает в Свердловский горный институт, унаследовав профессию отца. Первая любовь поступает в горный вместе с ним. В том же году Ирина Князева и Борис Рыжий становятся молодоженами, унаследовав любовную историю его родителей. Пара скромная и тихо живет, Ирина подрабатывает по вечерам из дома, Борис устраивается в ночную смену на стоянку сторожем. Поначалу они уживаются с родителями Бориса и только позднее, подкопив, перебираются в собственную квартиру. 92-й. Рыжий публикует первые стихотворения в российской газете. Годом позже стихи публикуют в литературных журналах. Популярность моментальная. В любом поэтическом кругу Рыжему рады, но чего-то во всей этой славе недостает. Что-то внутри щемит. В кругу своих друзей с улицы Борис не может раскрыться в полную силу. Единицы разделяют его любовь к поэзии. И всегда есть черта, которую Рыжий перейти не в состоянии, например, криминал. В кругу интеллигенции он тоже не совсем сходил за своего. Просачивалась натура, воспитанная детством вторчермета. Близкие утверждают, что это один из самых сильных, глубоких и постоянных конфликтов Рыжего. Везде чужой, вечный изгнанник. Поэзия – вот его пространство, в котором он находит себя и остается собой. В 93-м, спустя 2 года брака, у пары рождается сын Артем. Ирине на тот момент 19 лет. Борис на год младше. Он успевает быть отцом, ухаживать за ребенком, уделять ему как можно больше свободного времени. Вместе с тем подрабатывает, за поем читает стихотворения, пишет собственное. И еще раз цитируя Дозморова, он был мастер. Только кажется, что у него простые стихи, на самом деле это сложная высокопробная поэзия. Он понятен всем. Искушенному в стихах человеку и человеку, который в стихах не разбирается. Это универсальность, уникальное свойство. Такое, возможно, было у Есенина и Высоцкого. Люди искренне считали, что Высоцкий воевал, сидел, лазал по горам. У Бориса тот же талант. Уникальный талант. Но что думает о себе сам автор?
Вот это бывший дом пионеров, где прошла лучшая половина моего детства. Здесь я клеил самолеты, которые летали. Хоть плохо, но летали. А сейчас посмотрите. Все разрушено к чертовой матери. Ничего не осталось. А скоро этот дом вообще снесут. И непонятно будет, куда прибить мемориальную доску. Придется ставить памятник. Вот здесь. А это народные деньги. Опять народные деньги. Я жду только новых стихов, вот и все. Больше ничего не жду. Я никогда не ждал ничего большего. Я ждал только новых стихов. Вот и все. Никаких денег, никаких премий, ничего я не ждал. Вот. Говорить о том, что мне этого не надо, это, конечно, это было преувеличение, мне это нужно, вот, для того, чтобы поддержать как там себя, там, свою семью, вот, своих друзей, наверное, вот. Ну, не знаю, но если как бы будущее, что такое будущее? Это уникальный отрывок из телепередачи «Магический кристалл». Единственное интервью поэта, которое он дал для телевидения. В другом, уже печатном интервью Борис говорил: «Я думаю, поэт должен выступать адвокатом, но никак не прокурором по отношению к жизни. Мы, поэты, должны оправдывать ее. Мне кажется, я оправдываю. Многое оправдываю. Мне хотелось, когда я писал стихи, оправдать жизнь». В стихотворениях же он описывал себя подобным образом. «Я жил, как все, во сне, в кошмаре, и лучшей доли не желал. В дубленке серой на базаре ботинками не торговал, но не божественные лики, а лица урок, продавщиц давали повод для музыки моей, для шелеста страниц. Ни славы, милые, ни денег я не хотел из ваших рук. Любой собаке современник, последний падля, брат и друг. Ни славы, ни денег». Он часто говорил, что ждал от поэзии только новых стихов. Всегда только новых стихов. Новый век, иные времена, новые поколения. 2000-й. На местном телевидении выходит уже упомянутая телепередача Леоноры Корниловой «Магический кристалл», посвященная Рыжему. Готовая версия сюжета займет чуть менее 20 минут. Полностью сюжет можно будет посмотреть по ссылке в описании. Сюжету дадут название «Сентиментальное путешествие по Вторчермету». Борис будет водить журналистов по дворам, рассказывать истории. Его стихотворения растягивают подобные путешествия в вечность. Они возрастают над автором, плодятся, множатся, ими заражаются. Они документальны, и в этом их прелесть. В том, что они настоящий путеводитель по Вторчермету. Вот, например, есть одна реальная история. Трамвай гремел, закат пылал, вдруг заметался. Серега дальше побежал, а мент остался. Ребята пояснили мне, Сереге будет весьма вольготно на тюрьме не те, кто судит, страшны, а те, кто осужден. Почти что к лику святых причислен будет он, мента на пику. Я ничего не понимал, но брал на веру, с земли окурки поднимал и шел по скверу. И все. Поэзии привет таким зигзагом, кроме меня, писали Фет, да с Пастернаком. Последнее четверостишее как раз о том, о чем постоянно твердил Борис. Его интересуют только новые стихи. То, о чем расскажется, напишется, сложится. Здесь человека убили, а поэзии привет. Яркий финал. Цитата из другого интервью. «Я 10 лет живу в доме, где 90% жильцов – бывшие заключенные. Я очень люблю этих людей. У нас в доме жили два брата. Один из них зарезал человека, а другой вывез труп на грузовике. Об этом в доме знали все, знала вся местная шантропа. Милиция об этом узнала только через 2 года. Что-то в этом мире есть. Он очень повлиял на мое формирование, но при этом я читал Пастернака. Интересно, что в этом не было противоречия.
Ко мне приходили Череп, Безногий Колян, мы играли в карты, потом они уходили, а я читал Пастернака. Я вел абсолютно хулиганский образ жизни. У нас все время что-то происходило. И становилось образами, рифмами. Здесь мне бы очень хотелось задержаться, чтобы прочесть 2, 3, 5 и больше стихотворений поэта, но это плохо скажется на хронометраже, и знакомиться с поэтом все-таки лучше с листа. Первая любовь у меня закончилась удачно. Вот, это была школьница такая вот Ирина, которая стала впоследствии моей супругой. Вот, и которая впоследствии родила мне замечательного сына, Артема, который совершенно очень талантливый человек, на мой взгляд. Вот, и очень такой, очень умный мальчик. Вот я думаю, что меня любило гораздо больше людей, чем, скажем, я любил. Вот, я любил одного человека. Вот так вот, всю жизнь я любил эту женщину, эту девочку, да, когда я ее повстречал, вот, я ее сразу полюбил, когда я увидел впервые, да, и вот, слава богу, у нас, скажем, уже вот 8 лет мы с ней живем, и все очень хорошо. Вот так вот. Пройдет год с момента выхода телепередачи в эфир, Бориса не станет. Он повесится на балконе в квартире родителей, никому ничего не сказав, ничего не объяснив, оставив записку. В ней всего 2 предложения, 5 слов. Я всех любил, без дураков. 5 слов и ничего кроме. Все, кого он любил, кто любил его, будут нескончаемо о нем говорить. Не вспоминать, но помнить. Помнить постоянно. Нам останется множество историй, мифов и легенд о жизни Рыжего. Будут вспоминать, что у Рыжего было отличное чувство юмора. Он любил, чтобы было весело, смешно. Любил подтрунить, разыграть, любил сочинять разные легенды касательно своего шрама на лице. И делал это убедительно. Он был совой, ложился спать под утро, вставал вечером. Иногда и вовсе сутками не спал. Любимыми сигаретами были Винстон и Ява Золотая. Но чаще курил, что попадалось, на что хватало денег. Расставлял книги в идеальном порядке. Любимые слова типа и без дураков. Любил подолгу разговаривать по телефону. Накануне говорил по телефону с Олегом Дозмаровым. Тот не знал, что они прощаются навсегда. Ничего тогда не настораживало, разговор шел как обычно. Лирический герой Бориса – это буляка праздный, шатающийся по скверам, паркам и общежитиям, а реальный Борис был домоседом. Большую часть времени он читал и писал. Вытащить его из дома было очень трудно, если на то не было особых обстоятельств. Перепады настроения у Бориса были частые. Еще он мог писать по 3-4 стихотворения в день. О нем говорили как о грозе. Он создавал напряжение вокруг, сильно наэлектризовывал пространство. Он был одним сплошным сильным впечатлением, сразу захватывающим пространство и время. Он мечтал спасти всех, кого любил. Всех, кого поглотила бутылка в торчермет. Он вытаскивал из тяжелейшего состояния своего школьного друга, а тот потом вспоминал. За месяц до 7 мая мы постоянно виделись. У меня все тогда было плохо. Друзей не осталось, проблемы сплошные. Боря был единственным, кто не отвернулся и помог мне очень сильно. Приехал и сказал: «Ты чё, Серега? Кончай грузиться, айда ко мне пивка попьем, мама покормит, что-нибудь решим». Приехали, выпили, заснули. Утром я проснулся, где я, не пойму. Входит Боря. «Пока не перетерпишь, оставайся у меня». Я согласился, взяли пиво снова. В бутылках по пол-литра по ящику на брата, то есть по 10 литров на каждого. Ну да, в итоге я переломался. Это все было в конце апреля, в 20-х числах. А в начале мая я пытался Боре дозвониться, чтобы он знал, что я в порядке. Дозвонился я только 7 числа. Трубку сняла Оля. Могу я Борю услышать? А Бори уже нет. Вдова поэта, Ирина, будет рассказывать о школе, в
которой они учились, о том, что он писал ей в выпускном фотоальбоме, о том, как долго уговаривал ее выйти замуж, как она согласилась, и они, наконец, поженились. Другие будут вспоминать их свадьбу, как круто колесили по городу на черной «Волге» и отчаянно прокуривали салон. На похоронах вдова поэта скажет его матери, Маргарите Михайловне: «Мужчин много, но ни одного сколько-нибудь ему равного». Маргариту Михайловну будут успокаивать: «Все хорошо, есть Артем», а она категорически отрежет: «Внук – это не сын». По какой-то фантастической, фатальной случайности сына поэта Артема не станет в том же возрасте. В 2020 году, в возрасте 26 лет, у Артема Рыжего остановится сердце. В принципе, как бы первая любовь должна заканчиваться удачей. Вот. А не трагедией. Трагедия, она в другом в чем-то. Она как бы вот, она есть вообще в том, что ты родился, и в том, что ты толдычишь в рифму. Вот. Потому что ты не пишешь прозу, а ты пишешь в рифму. А почему ты пишешь в рифму? Это трагедия. Вот. Это трагедия, что ты не можешь писать, вот просто писать, сесть и писать. Вот и все. А зачем мне еще какие-то трагедии? Вот говорят, поэту нужна трагедия. Да трагедия поэта в том, что он поэт. Вот и все.